Всем привет! Я сегодня немножко сонный, потому что допоздна смотрел выступление Трампа на английском языке. Для меня это возможность, во-первых, попрактиковать еще раз английский язык. Я всегда интересовался политической вот этой вот лексикой. Отличный способ подучить новые слова в контексте, понятно, о чем идет речь. Поэтому всем рекомендую, кто учит английский язык, учить дебаты кандидатов на всякие разные посты, допустим, дебаты кандидатов в президенты. И смотрите сенатские слушания. Отличнейшая вещь для того, чтобы в понятном контексте выучить новые обороты, слова, и там разные акценты. Очень хорошо. Сегодня я сделаю то, чего не делал никогда. Поговорю о внешней международной политике, исходя из выступлений Трампа. Значит, первое. Трамп продемонстрировал на всех своих выступлениях и во время инаугурации, и потом в Capital One, в большом стадионе, где он перед сторонниками выступал, он продемонстрировал свою максимально произраильскую позицию. То есть он будет заниматься проблемами Израиля как проблемами Соединенных Штатов. Отсюда вытекает следующее. Иран рано или поздно отхватит. Потому что для Израиля Иран это враг номер один. Второе. Уже утвердили в качестве госсекретаря Марко Рубио. Я смотрел выступление Марка еще, когда он конкурировал с Трампом в каком-то 2016 году на выборах. Тогда его слушал. И смотрел его выступление как кандидата в президенты в 2024 году. Марк Рубио, как потомок кубинских мигрантов в США, максимально антисоветски настроен, а значит, он настроен антироссийски. И он будет всячески он очень негативно всегда высказывался по поводу Путина лично, и вообще по поводу коммунизма, и вообще по поводу России как наследницы коммунизма. Поэтому отношение у него будет к России такое вот, крайне негативное. То есть он с позиции силы. И то, что Трамп сказал «бури-бури», «drill be a bit real», да, это означает, что на рынок попадет большое количество дешевой нефти. То есть зарабатывать будут не на стоимости барреля, то есть бочки нефти, а зарабатывать будут на объеме. И когда с одной стороны у тебя есть рискованные поставки от России теневым флотом, а с другой стороны у тебя есть дешевая американская нефть, догадайтесь, что будет выбрано. Россия будет все меньше и меньше получать нефтедолларов, а это основной приток валюты в Россию. Плюс позиция Марко Рубио, то есть он антисоветчик в максимальной возможной форме, намного более жесткий, чем Трамп. Трамп вообще по сравнению с Рубио супер мягко настроен по отношению к России. С другой стороны, как я понимаю, у Трампа есть зуб на руководство Украины. Вот. Резюме по российско-украинской войне. Она не в приоритете у Трампа, поэтому он будет всячески стараться заморозить этот конфликт. Он уже сказал, что он 4 года будет заниматься остановкой конфликтов и не будет начинать новых войн. А
логично предположить, что остановка конфликта... Ну, войны будут переводиться... Конечно, никакие войны никогда не останавливаются, они просто переводятся из горячей военной фазы в более холодную экономическую. То есть он воевать с Россией будет экономическими способами. Поэтому конфликт в его горячей фазе на Украине будет, вероятнее всего, заморожен по состоянию, как есть сейчас. А для того, чтобы стороны со всех сторон, и с украинской, и с российской, захотели такого решения, ну, для каждой стороны будет метод кнута и пряника. Для России уже кнут включили, то есть это стоимость углеводородов. И это что касается России и Украины. Что касается Евросоюза и Испании, у Трампа антимигрантская повестка. Он пообещал, что он вышлет из страны всех тех, кто незаконно въехал в США в последние 4 года. А незаконно имеется в виду всех тех, у кого не было визы соответствующей миграционной. Все, кто пользовался CBP-1 программой для пересечения границы, им приготовиться. Боюсь, что могут даже пересматривать уже принятое решение, но я думаю, начнут прежде всего с тех, кто еще в детеншене находится, то есть вот в этих миграционных тюрьмах временного содержания. А потом могут, если успеют с ними со всеми разобраться, потому что это огромный поток, то начнут разбираться и с теми, кто уже получил какой-то статус. И самое главное, что вот такой вот настрой Трампа, когда он с одной стороны требует больших расходов на оборону со стороны стран НАТО, с другой стороны жестко поступает, обещает поступать по отношению к мигрантам, они вызовут отклик в Европе тем, что и здесь по отношению к мигрантам, особенно беженцам, начнут закручивать гайки. Программы помощи из-за уменьшения денег на социальные программы вообще, потому что увеличиваются военные расходы, программы помощи будут сворачиваться. Как только будет заморожен конфликт в Украине, украинцам скажут: ребята, у вас там теперь все хорошо, езжайте восстанавливать свою страну. Так и будет сказано. И будут заданы вопросы. У вас было 2 с плюсом года на то, чтобы показать намерение интегрироваться в экономике тех стран, где вы живете. Предположу, что свернут программы материальной помощи, то есть уже ничего платить не будут украинцам, если их сейчас не прекратили. И будут требовать от украинцев, чтобы они переходили на другие типы виз и ВНЖ, то есть отменят временную защиту и будут требовать: или возвращайтесь, или переходите на какие-то другие типы видов на жительство, на других основаниях, то есть будучи, допустим, учитесь в вузе, или высококлассный специалист, или стартапер, или цифровой кочевник, все что угодно, но не то, что у вас было. Вот. Для беженцев же из России то, что с украинцами будет происходить, плохо, потому что украинцы вольются вот в эту общую толпу просителей виз, видов на жительство и виз. То есть сейчас украинцы по отдельному идут каналу просителей убежища, там очень более упрощенная процедура. А так, если они будут на общих основаниях вливаться в поток просителей, допустим, визы цифрового кочевника, то очереди будут увеличиваться. То есть сроки рассмотрения увеличатся, помощи будет еще меньше. И в целом элита Европейского Союза, и вообще Европы, не только Европейского Союза, но и Великобритании, соответственно, она будет стараться более, в фарватере идти американской политики антимигрантской. Понятно, что Трамп будет более готов общаться с теми, кто ему
подмахивает, если можно так сказать, в его антимигрантской политике. Подчеркиваю же, Трамп не выступает против вообще мигрантов, он выступает против незаконных мигрантов. А как раз Испания, она вот открыла двери для большого притока мигрантов из стран Латинской Америки, из Северной Африки, из Марокко, вот я с сенегальцами учился. То есть у социалистического правительства Санчеса с промигрантскими настроениями, и главное с произраильскими настроениями, у него могут возникнуть некие трения, хотя бы на понятийном уровне, с администрацией Трампа, просто потому, что у Трампа совсем противоположные приоритеты, нежели у правительства Санчеса. И заметьте, что на инаугурации Трампа был лидер партии Vox. Она по-английски пишется как Vox, то есть как голос, по-испански они произносят В как Б, то есть Vox. И в Испании эта партия считается правой, чуть ли не крайне правой, но она и точно известна в Испании как антимигрантская партия. Трамп уже показал свои приоритеты, у правительства Санчеса будут сложности не только потому, что они как бы на разных сторонах повестки стоят. Но Испания продолжает транслировать свое влияние на страны Латинской Америки. А Трамп уже показал, что, ребята, я буду в рамках так называемой доктрины Монро на своем заднем дворе, то есть в странах Латинской Америки, то есть Северная Америка и Южная Америка, за исключением Бразилии, я там буду делать то, что считаю нужным. Это наш задний двор, это доктрина Монро. Вот он уже сказал, что по Панаме, типа Панама наш, Панамский канал наш. И там у Санчеса, с одной стороны, появится возможность, не только у Санчеса, а у Испании вообще, появится возможность находить какие-то совместные вектора движения вместе с Соединенными Штатами, потому что это вроде как зона влияния и США, и Испании. Либо где-то там с Трампом войти в контрфазу и создать себе проблему. В общем, в любом случае Испания будет участницей в ближайшие 4 года, активной участницей процессов, связанных с США. Отсидеться не удастся. Мигрантам в Европе будет все хуже и хуже. В общем-то, особенно тем, кто приезжает сюда по всяким беженским кейсам, а не по визам, допустим, цифровых кочевников или стартаперов. И уже вы видите, что Испания в этом году отменяет золотые визы и 25 мая поменяет свои миграционные программы. Вот такая вот ситуация, по моему мнению. Сами сделайте для себя выводы, посмотрите выступления Трампа на русском или лучше на английском языке. Сами для себя сделайте выводы, какие повестки будут у него в приоритете. Вот так. Спасибо, что досмотрели. Ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях. И обязательно подписывайтесь. Пока.